Приветствую вас, дорогой зритель. Сейчас вы посмотрите спокойный диалог с одной молодой особой, довольно привлекательной. Я не знаю, получилось ли у меня до нее достучаться, думаю, что все-таки что-то оставил. Но, к сожалению, сегодня увидел ее у другого блогера и склоняюсь, что это все-таки цепсо, направленное на... Я не пойму, на что она направлена. Есть цепсо, которые переубеждают, а это вроде как бы и слышит, но и не слышит. Непонятно, что это такое. Ну а сейчас, Клим Чугункин, обращаюсь лично к тебе. Как в тот раз ты сказал, что я там глумился над женщиной, над девочкой. В этот раз ты, наверное, из себя, да, выйдешь, мой хороший? Или ты мой нехороший? Как уж там тебе удобней и приятней. Я очень вежливо и спокойно разговариваю с каждым собеседником, который не грубит мне. Те, кто грубят, идут, конечно, лесом. Посмотрим, что на этот раз скажешь. Опять я сгультувал, да? Ну и приятного просмотра. Короче. О, здравствуйте. Здравствуйте. Германия, приветствую вас. Бавария. Тыш. Чё, как у вас дела там? Все хорошо, у вас как? Ой, у нас отлично. А, вы сейчас не в Украине находитесь? Нет, А это к сожалению или к счастью? к сожалению. А что вас останавливает вернуться домой? Много всего. Ну, я имею в виду, уточню, да, я немножко неправильно выразился. Вы прям с того региона, где прям непосредственно идут военные действия? Ну, почти. Угу. Расскажите немножко поточнее. Зачем вам это? Ну, просто. Просто вот у нас немцы вот коренные, да, мы-то приезжие немцы понимаем, а коренные вот, дико удивляются. Они говорят: понятно, в Украине война, люди страдают, сюда приехали, помогаем, все хорошо, беженцы, это понятно. Непонятен один момент. Ехать на Новый год или еще какие-либо праздники, отмечать туда домой. И мы задаемся вопросом, а настолько ли там опасно? Да. А почему вы тогда ездите отмечать те или иные события туда? Ну, кто как сам решает. Это их право. А там и родственники у них могут оставаться, у людей, которых они не видели больше 2 лет. А могут они теоретически, если вот там, где они живут, у них идут военные действия, переехать к родственникам? И как бы, ну, чтобы родственники помогали. Ну, у всех разные обстоятельства. Да, но только очень много, сотни тысяч людей едут. Не 5-10, окей, 5-10 понятно, а сотни Я тоже тысяч. ездила. Я тоже ездила. И вы ездили. Да. А вот это нам, немцам, и непонятно, как так. То ли у вас беда, то ли у вас не беда. Тоже к себе домой ездили. Это дом родной, где вы родились. Там ваши родные могут быть близкие, которых вы долго не видели. Ради них вы можете поехать ненадолго. Может, непонятно. Гулять вы туда едете, понимаете, праздновать, не соболезновать, не поддержать, праздновать. Но нам же не только в трауре каком-то жить, мы поддерживаем, соболезнуем. Если бы вы это делали здесь, допустим, в Германии, гуляли или отсюда посылали помощь, как у меня соседка снизу, украинка, она собирает помощь и посылками, ну как, машина-бус приезжает, у нее забирают периодически. Это одно дело, но когда люди едут веселиться непосредственно туда, откуда они якобы со страшной быстрой скоростью ушли, потому что там война дикая, жестокая. Вот это не понимают наши, не понимают. Я вам не могу ответить на этот вопрос. А кого вы вините во всей этой ситуации? Как вы думаете? Российскую Федерацию. Да. О, Господи, блин. Почему? Что такое? Я другого мнения. Они спасать-то вас идут. Я вот вас... Я извиняюсь, я вижу, как я вас разочаровал. У вас прям
щечки покраснели. От кого? Нет, мне просто жарко, я в кофте сижу. От кого спасать? Как от кого? Не немецкой? Фу, господи. От бандеровско-фашистских захватчиков. Я Котор- похожа на нациста, фашиста, бандеровка. А у этих людей, которые обладают, носители этой идеологии, не отличаются от нас ничем. У них нет рогов, у них нет копыт или хвостов. Это такие же люди, как и мы, которые просто заражены вот этой коричневой чумой. Что значит зараженный чумой? Это болезнь какая-то есть? Идеологическая, да. Какая? Идеологическая. Не знаю, я Она не... просто у нас на территории, да, А вы наверное, были уже в не только... А? Вы были в Украине? Ни разу, ни разу. К Ну, вы сожалению. тогда знаете, что там есть бандеровцы. А я с ними каждый день здесь в рулетке разговариваю. А я похожа на бандеровку, он как-то оскорбляю вас, угрожаю или что? Нет, нет, ни в коем случае. Заметьте, не первая я начала говорить про политику, про войну. Я вообще молчала за это. Я вас не укоряю в этом, не боже упаси. Ну как, я же из Украины, и я за Украину. Я вас понимаю. И я любого другого понимаю, то, что Украина это ваш дом, ваше государство. Но причина того, что сегодня происходит у вас дома, это не Российская Федерация. Как это? Почему? А кто тогда 24 февраля пересек границу с Украиной? Это сделала Российская Федерация. Зачем? Для освобождения двух. Не просили. Те республики их не просили? Никто их не просил. Мы жили спокойно. Нет, все. нет, я сейчас не про государство Украины, я говорю про такие новые республики, как ЛДНР. Это оккупированные территории Украины. Это вы так считаете? У вас есть на это право, вашего мнения? Да. Ну, до 2014 года это чья территория была? Украины. А почему она стала после 14-го на стороне Я России? влюблюсь в тебя. Правильно ответь. А почему она стала, эта территория, после 2014 Началась года? война. В 2014 году началась война за эти города. Луганск и Донецк. Война, по-моему, АТО было. Турчинов объявил АТО. Ну как, такая война началась, ТО война. Она еще Нет, началась... это антитеррористическая операция, это не война. Кто там вообще? Какие террористы? Это были обычные города, все жили спокойно. Тут пришли русские. Они еще не пришли на тот момент. В 2014 году еще не пришли? Еще на тот нет момент. Как нет? У меня подруга с Луганска, и она все это видела. Что в 2014 году в апреле месяце пришли русские? Я не помню, апрель, не апрель, 14 Это год. очень важно в нашем диалоге. Хорошо учту. Но в 2014 году пришли русские на территорию Луганска и Донецка. Даже если возьмем 52 человека, которые пришли с Гиркиным, Стрелковым, в апреле месяце, да, на территорию Украины, даже я возьму за это, приму это как факт вторжения Российской Федерации, да, но мы говорим еще немножко за раньший срок. Март месяц. Я тогда в втором классе Март месяц это то время, когда танки ехали с Днепропетровска в сторону Луганска, Донецка, танки ВСУ. Но тогда ВСУ еще были мужики, украинцы настоящие. Они отказались стрелять в собственный народ. Правильно. Они отказались. А потом представьте, богатый, не президент. Не президент, такой же гражданин, как и вы лично, только имеющий большой капитал у себя. Он нанимает несколько батальонов, создает национальные батальоны. И вот те уже начинают стрелять в ваших граждан. Вот и Торнадо, который впоследствии даже украинским судом был осужден. Что вы, извиняюсь, вы произнесли что-то? Они стреляли не в людей, а в военных русских. Потому что те вторглись не на свою территорию. Когда происходят действия, допустим, 50 человек с другого государства заходят в тот, даже не в другое государство, а в город.
Простая Чужую милиция может пострелять чужая- этих людей. Ну как вот к вам домой придет человек с автоматом? Что вы будете делать? Защищать свой дом или что? Или просто отдадите его? Прекрасный вопрос, я постараюсь очень развернуто на него конкретно ответить. Давай. Если этот человек, пришедший с автоматом, никак не собирается мне вредить или еще что-то, А зачем я он пришел с посажу автоматом? его, чаем напою. Для чего он ему автомат? Зачем? Ну, мало ли, мало ли. Ну как мало ли, для чего он? Ну, потому что есть два вида людей. Одни пришли с автоматом, а другие в это время ехали на танках и также с автоматами. Автоматом можно убить человека. Для чего? Можно. Вы Но напоите только... его чаем, а потом он вас застрелит. Нет, он потом плечом к плечу потом остался воевать со мной. А тот, кто на танках ехал, тот, которого потом даже украинский суд осудил за такие деяния, что мама не горюй. Вот от того я начал защищаться. А это был батальон «Торнадо». И еще 3 плюс. У меня есть ролик, видео, где один боец из одного таких батальонов сидит, плачет и говорит, ну, надо вам посмотреть, наверное, этот ролик. И он жалится, он говорит, я не понимаю, в чем я виноват. Я говорю, ты своих собратьев украинцев начал стрелять, потому что тебя Коломойский, богатый человек, нанял. Вот видите, вы сами говорите, что он начал стрелять в своих собратьев, украинцев. Да. Ну, а для чего? Ну, вот видите, нет свободы слова, свободы действий в России. Так я говорю про территорию Украины на тот момент, а не России. Так вы про Коломойского начали говорить. Коломойский это он гражданин Украины. Так вы только что сказали, что стреляет... А, господи, я не поняла сначала. Кто стрелял? Украинец стрелял в украинца? Вы теперь меня запутали. Вы говорите, Коломойский нанял и заставил стрелять в своих собратьев. Да. И вот Украинец этот вот стрелял в боец украинца? со слезами на глазах в диалоге со мной говорит, а почему я виноват? Я же, говорит, защищал свое государство. Я говорю, да, но от кого ты защищал? От людей, которые просто не согласны были с Майданом. Это были такие же граждане, как и вы, просто они свою гражданскую позицию выразили вот таким мнением, не согласились с узурпацией власти, произошедшей в Киеве. Это между собой в одном государстве, в цивилизованном, это да, трудно, но регулируется. Но не посылают друг на дружка танки, авиацию. 2, по-моему, июня, вот была 10-летие годовщина, как чествовали летчика, который взорвал, по Луганску шибанул с самолета авиации. Украинец? Да. Это вы с интернета всю информацию Это берете? даже у вас на ваших ресурсах можно награждение. Задайте в гугле, награждается летчик такой-то, ну не фамилия, а за то-то, то-то. И вы увидите. А сообщили по официальным, что это взорвался кондиционер. Это вы с интернета берете всю информацию? Вначале я смотрел это на немецком телевидении, немецко-французском телевидении, канал RTE. Поначалу это такой канал, когда показывают события без комментариев. Просто вот как видеокамера, куда показывают, там нету, не дает оценку происходящему. То есть зритель сам может дать этому оценку. Вот там я это смотрел. Хорошо, такой вопрос. Зачем тогда заходить на... Ну, я так утрирую. Зачем заходить в мой дом с автоматом ко мне? Зачем? Молодец. Понял. Просто Я так... спокойно жила, у меня семья, в школу ходила. Почему так? Вот у меня друзья были, там остались. Что? Почему сейчас я живу в другой стране, без никого вообще, учусь заочно в университете, а не хожу туда? Почему так? Что я кому сделала? Ну, И вы это не лично только нет. Так, Вы все маленькая, да, скорее всего, на то время были? 15 лет. Ну, подросток, да. Вы помните, но явно не разбирались еще, что к чему, почему. Я А всё как помню. вы себе лично, как
извиняюсь, то, что перебиваю, как вот гражданинка и патриотка Украины, как вы себе лично внутри души, сердцу своему отвечаете, вот тот, обосновываете тот момент, когда люди, которые живут в Луганске, Донецке, сегодня в одних окопах сидят с гражданами России и воюют против украинцев. Как вы себе это отвечаете? Почему так произошло? Но они сидят в оккупированных городах. Это российские военные, я полагаю. Одна часть, да. А есть еще и луганско-донецкие военные. И они с русскими вместе воюют против киевского режима. Вы внутри себя не пробовали задаться вопросом, понять, как так может быть? Украинцы с русскими воюют против украинцев. Я не поняла, луганско-донецкие военные. Люди, сейчас они военные. На то время это были простые люди. Они потом пошли уже Вы их называете сепаратистами. Есть другое обозначение, я им пользуюсь, к сожалению, вылетело это слово. Ладно, назовем просто несогласные. Мы даже не будем сейчас касаться, чего они не соглашались, а почему они стали несогласными. Пока оставим это. Просто для себя, как для человека, как-то, я бы задался, да, почему, допустим, немцы ГДР с русскими воюют против немцев ФРГ. Что произошло? Почему так? Я бы задался таким вопросом. И искал бы как можно точнее сам ответы, не слушая меня как блогера сейчас, или других блогеров, или там сам бы искал. Как так произошло? Такими вопросами не интересовалась. Меня интересует, почему они пришли ко мне домой с автоматами русские. Для чего? У вас защитная реакция. Нет, я сказала вам, что я не знаю, как ответить на ваш вопрос. Я задаю вам другой вопрос. У меня нет ответа на ваш. Потому что русские, которые пришли с автоматом, они заступились вот за вот этих вот украинских мужиков, женщин, детей, стариков, которые живут на территории Луганска, Донецка, которые были не согласны просто с Майданом. Они Тогда были просто не согласны с на Майданом. территории Луганска и Донецка и там Российской Федерации, там с президентом Украины. Почему это ко мне пришло? Я как-то была причастна к этому? А вы с какого региона Украины? С Николаева. На то время вы как раз таки, беда в том, что вы были безучастны. Вы не пришли к вашему президенту или там главнокомандующему, не сказали, это же наши братья, почему мы их бомбим, почему мы летчика награждаем, который стрельнул, представляете, с истребителя по частным дом, многоэтажки. Вы с интернета. Вы понимаете, что интернет не полную прям правду вам все удает? Соглашусь. Просто еще был такой фактор, давящий на меня. Это беженцы с Украины с 2014 года, которые также рассказывали вот эти истории. Кто-то побежал в сторону России, а кто-то побежал в сторону Европы. И вот люди, пришедшие сюда еще в 2014 году, вот они рассказывали. Некоторых людей могут насильно забирать на территорию России, некоторым просто удобно территориально, нежели через весь Луганск, где там вся эта война, проезжать. Удобнее просто на территорию России. А вы на кого учитесь? Вы довольно-таки красивая молодая женщина, девушка. Вы на кого учитесь? На логопеда. Логопед — это что-то с костями связано? Вправлением, нет? Нет. Или с языком? С дикцией. С дикцией, с языком, да, спутал. Как не подскажете, у меня, я говорю на немецком языке, но у меня очень выражен русский акцент. Как можно с этим побороться? Есть ли какие-то упражнения, которые я могу использовать, чтобы избавиться от акцента? От русского акцента? Да, чтобы чисто на немецком разговаривать. Живите дольше в Германии и учите больше немецкий. Это не к логопеду.
Логопед — это когда проблемы психологические у человека с дикцией Ёшкин могут. зеленый, вон оно что. А как-то есть такой, по-моему, тоже, то ли врач, то ли какой там. По-моему, Это он... не к врачу, а на курсы языковые. Нет, обозначение слов я знаю и понимаю. А вот Там правильно... акцент поставить. Да, да, акцент надо поставить. Я думал, это к вам. Блин, ошибся, к Даже не сожалению. ставить акцент. Ладно, пожелаю вам всего хорошего, пойду дальше. А вы почитайте, почитайте. Будет полезно. До свидания. Да. Вы видели? Полное отрицание. Я перестал что-то доказывать, потому что она идет на... Вот это самое опасное. Самое то, что ни на есть страшенное. Человек идет на контакт. Он воспринимает... Слышит тебя. Но по тому, как он отвечает, ты понимаешь, что это куда-то летит.